Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Существует множество стереотипов о турецких мужчинах. Что-то из этого всего правда, что-то нет. Сегодня я хочу поговорить именно об этом. Я живу в Турции уже 16 лет. За это время, конечно же, у меня появилось много знакомых среди мужчин. Это как мои личные друзья, это коллеги, это друзья моего мужа, это мужья моих подруг. Конечно же, я не могу считать себя экспертом в области турецких мужчин, но за такой долгий период времени кое-какие наблюдения и выводы я сделать, конечно же, успела. И сегодня своими наблюдениями хочу поделиться с вами. Итак, кто же такие турецкие мужчины? До того, как я приехала в Турцию, я не подозревала о том, что я могу быть красивой. Нет, я догадывалась, что я симпатичная девушка, наверное, скорее всего, но это не точно. Наши славянские мужчины не очень щедры на комплименты. Чего не скажешь о турецких мужчинах. Любой уважающий себя турецкий мужчина при знакомстве с девушкой будет осыпать ее комплиментами и заставит почувствовать себя настоящей королевой. Наверное, именно поэтому наши девушки так часто предпочитают турецких мужчин при выборе мужа. Когда отношения перешли уже на следующую стадию после знакомства и завязались какие-то отношения, какие-то встречи первые, не удивляйтесь, если на 3-5 день или максимум через неделю турок скажет вам «я тебя люблю». Дело в том, что в турецком языке «я тебя люблю» — это не то же самое, что в русском или в каком-нибудь другом языке. Турки запросто говорят друг другу «я тебя люблю». Притом как мужчина женщине, так и женщины друг другу или мужчины друг другу. Это не обязательно будет означать любовь в том понятии, в котором мы представляем себе это чувство. Скорее всего, это будет означать то, что вы ему симпатичны, ему с вами комфортно, и он хотел бы продолжить ваши отношения. На начальных стадиях отношений «я тебя люблю» — это ничего больше. Поэтому, девушки, не нужно пугаться, падать в обморок и представлять себе что-то большее, чем просто какую-то дружбу и симпатию. Что касается уже каких-то серьезных отношений, то у турков все развивается гораздо стремительнее, чем мы к этому привыкли. Не удивляйтесь, если через месяц после того, как вы стали встречаться, он начнет разговаривать с вами о браке, о свадьбе, свадебных нарядах, о том, сколько у вас будет детей, какого они будут пола и как вы их назовете. Турки темпераментный народ, и у них все происходит гораздо оживленнее и быстрее, чем к этому привыкли мы. Если у него серьезные планы насчет вас, то будьте готовы познакомиться с его семьей. И, конечно же, с любимой мамочкой. В сердце у турецких мужчин выделено отдельное место для их матерей. И с этим ничего нельзя поделать. Да и нужно ли что-то делать? Гораздо эффективнее будет иметь свекровь в своих союзниках, чем в соперницах. Что все равно, что бы вы ни делали, турецкий мужчина будет сравнивать вас со своей мамой. Поэтому будет правильным научиться у его мамы готовить, гладить, убирать. Во всем есть свои преимущества. Я, например, научилась готовить благодаря тому, что мой муж постоянно сравнивал мои блюда с блюдами своей мамы. Поэтому мне приходилось постоянно у нее консультироваться, спрашивать, как она готовит то или иное блюдо. И таким образом я довольно быстро научилась готовить турецкую кухню. Я считаю, что я достигла успеха, поскольку мой муж уже перешел от стадии «ты готовишь как моя мама» к стадии «о, ты готовишь уже вкуснее даже, чем моя мама». Слава богу, моя свекровь не знает русского, и я могу спокойно вам об этом рассказывать. Турки, они как большие дети. Им все время нужна мамочка рядом. Поэтому, когда они задумываются о браке, они подсознательно выбирают женщину, похожую на свою маму. Причем иногда это бывает даже внешнее сходство. Турки – маменькины сынки. Для мамочки в их сердце всегда найдется отдельный уголок. Я, как мама сына, отчасти этому очень рада. Надеюсь, что когда мой мальчик женится, он не забудет свою мамочку. Знакомство с семьей мужчины – это важный этап в отношениях, поскольку не всегда, встречаясь с самим мужчиной и еще не будучи знакомой с его семьей, можно определить, к какому типу турков относится ваш мужчина. Все встанет на свои места, когда вы познакомитесь с его семьей. Вы можете быть уверенными, даже если он вас уверяет в обратном, что когда вы поженитесь, уклад в вашей семье будет точно такой же, как был в его доме.
Поэтому на этой стадии отношений важно решить, подходит вам данная ситуация или нет. Турки очень семейные мужчины, и для них семья всегда на первом месте. Поэтому, когда вы становитесь уже частью его семьи, то вы будете тоже у него на первом месте. Поэтому, если турок спешит познакомить вас со своей семьей, будьте уверены, он очень серьезно к вам относится. И на этого мужчину стоит обратить внимание. Турки очень заботливые мужчины. Когда у турка серьезные планы на женщину, он считает своим долгом заботиться о ней, оберегать ее и давать ей все необходимое для того, чтобы она была счастлива. Но у этого замечательного качества есть обратная сторона медали. Турок хочет постоянно знать, как вы живете, чем вы занимаетесь, с кем вы встречаетесь, что вы сегодня одели, что вы кушали на обед, с кем вы обедали, с кем вы пили кофе, о чем вы разговаривали. Поэтому будьте готовы к миллиону вопросов. А когда вы спросите, зачем ему вся эта информация, он скажет: «Merak ettim, просто мне было интересно». И с одной стороны, да, ему, конечно, интересно, потому что он хочет оберегать вас, он хочет быть уверенным, что с вами все в порядке, ничего не случится. Но, с другой стороны, есть еще один пункт. Большинство турков очень ревнивые мужчины, и к этому тоже нужно быть готовой. Если ваш мужчина турок, у него не должно быть ни малейшего повода для ревности. Это касается как настоящего, то, во что вы одеты, то, с кем вы встречаетесь, с кем вы разговариваете, так и вашего прошлого. Если у вас до него были мужчины, неважно какое количество, при вопросе о вашем прошлом советую: говорите, что был всего один несчастный мужчинка, да и тот умер. А то про назойливые вопросы вы уже знаете, не говорите, что я не предупреждала. Но не все такие. К моему счастью, мой муж абсолютно не ревнивый человек, и он такой не один. Я могу носить, что мне нравится, я могу встречаться с кем мне нравится, я могу ходить с подругами вечером, например, на ужин выйти без сопровождения мужчин. Также мы можем пойти в бар, послушать музыку, что-нибудь выпить. И мой мужчина при этом не будет названивать каждые 5 минут. Ну, может быть, раз в полчаса, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Но такого же доверия он ждет и от меня. Когда он встречается с друзьями, я точно так же легко его отпускаю, никогда не задаю лишних вопросов и не названиваю. Обоюдное доверие – лучшее лекарство от ревности. Турок никогда не позволит платить женщине самой за себя. Если вы пошли на свидание с турком, и даже в принципе это может быть не свидание, а даже деловая встреча, обязательно будет платить он. У меня был такой случай. Однажды я обедала со своим деловым партнером, мужчиной. Нас было двое. Мы были в деловой поездке, и поэтому приходилось несколько раз вместе ужинать или обедать. И всякий раз, даже за самые мелочи, он хотел заплатить сам. Мне, в конце концов, стало неудобно. Все-таки мы с ним не друзья. И я хотела заплатить сама, но он категорически не соглашался. И вот, когда он вышел в туалет, я быстренько попросила счет и расплатилась. Когда он вернулся и обнаружил, что счет уже оплачен, это был большой скандал. Он обиделся и сказал, что женщина вместе с ним, неважно, это его деловой партнер или это его личный друг, не должна платить. Он должен платить сам. Такой вот приятный бонус. Турецкие мужчины большие гурманы. Они просто обожают поесть, но вместе с этим они и прилично готовят. Ну, во всяком случае, большинство. Мне, к сожалению, не повезло. Мой муж готовить не умеет, за исключением нескольких блюд. А вот у моих нескольких подруг мужья просто замечательно готовят. Одну из них муж учил полностью готовить. Поскольку, когда они женились, она вообще не имела понятия, что такое кухня и как жарится яичница. Любовь к готовке – это, наверное, гены. Мой сын, например, просто обожает помогать мне на кухне, и очень часто мы с ним готовим вместе. Даже одно время он мечтал поступить в кулинарное училище, чтобы стать шеф-поваром. Вот же повезет моей невестке. Турецкий мужчина всегда прав. Во всяком случае, он так считает. И ни в коем случае не говорите ему, что он где-то в чем-то может быть неправ. Даже если это и так. Себе дороже будет. Если в какой-то ситуации он не прав, лучше вежливо промолчать. И дать ему самому возможность догадаться, в чем именно он не прав. Притом это касается как мужей, так и друзей, коллег, мужчин-начальников. Сказать мужчине-турку в лицо, что он в таком-то пункте не прав,
это нажить себе врага. Яркий тому пример недавно случился у нас в семье. Мой муж ездит на джипе, этот джип уже довольно старенький. Но с этой машиной у него связано очень много воспоминаний, поэтому менять его он ни в какую не хочет. В последнее время машина стала ломаться. Постоянно. И ему приходилось то и дело отвозить ее в сервис, тратить на это деньги, время. Я попыталась ему намекнуть о том, что, может, пора уже поменять эту машину, может быть, на какую-то другую, поменьше, если в данный момент нет возможности купить такую же машину, только новее. На что он сказал: нет, ни в коем случае, эта машина, это часть меня, я не могу ездить ни на чем другом, только на этой машине, вот сейчас все починят, и все будет хорошо, и она будет ездить как новенькая. Я с этим совсем согласилась, не стала спорить, но прошло совсем немного времени, как в один прекрасный день он ко мне подошел и сказал: дорогая, я продаю машину. В этот момент главное сделать удивленное лицо, главное начать активно поддакивать и говорить о том, какой он умничка, какой он молодец и как он все правильно сам решил. Турецкие мужчины просто обожают детей и очень неплохо с ними ладят. Может быть, потому что сами они в душе всегда остаются детьми. Турецкие мужчины отличные папы. Они добрые, они ласковые, они заботливые. Они делают все для того, чтобы их ребенок вырос счастливым человеком и ни в чем не нуждался. Все эти качества я вижу в своем муже, и мое сердце сжимается от большой любви к нему. Но как же не любить такого мужчину? Существует мнение, что турецкие мужчины не любят помогать женщинам по дому. Хочу вас уверить, что это не совсем так. Да, очень часто, может быть, конечно, это и правда, но не всегда. Турецких мальчиков растят как маленьких принцев. Мамы их обожают, так же, как и мальчики обожают своих мам. Мамочки спешат выполнить любые прихоти своих сыночков, и, конечно же, это сказывается в дальнейшем на их характере. Когда мужчина женится, он ожидает такого же внимания от своей жены. Поэтому, девочки, в мужья стоит выбирать мужчину, который уже успел пожить один. Это может быть университет, это может быть просто съемная квартира какое-то время, холостяцкая. По моим наблюдениям, мужчина, который успел пожить один, вдали от своей мамочки, набирается самостоятельности, набирается какого-то хозяйского опыта, смекалки, и он начинает понимать, что домашний труд, он тяжелый, и женщина устает. И такой мужчина ценит труд своей женщины и старается ей всячески помочь по дому. Поэтому он всегда старается мне помогать и делает работу наравне со мной. Да, он не умеет готовить, но зато посуду всегда моет он. Уборка у нас тоже напополам. Одну неделю убираюсь я, одну неделю убирается он. Глажку гладит тоже он. Да, вы не ослышались? В нашем доме я не глажу. Турки большие спортивные болельщики. И если они сами не занимаются спортом, то они активно болеют. Для них спорт – это религия. И здесь очень важно болеть за какую-нибудь команду. Очень часто в Турции при знакомствах даже, после стандартных вопросов друг о друге, люди интересуются, за какую именно команду ты болеешь. Я, например, все никак не определюсь, мне как-то без разницы, я не особенно спортивный человек. Когда спрашивают меня, например, за какую команду я болею, я, чтобы никого не обидеть, говорю: Днепр, Днепропетровск. Нужно готовиться к тому, что в дни матчей футбольных или баскетбольных вся семья будет надевать футболки с любимой футбольной или баскетбольной команды, сидеть перед телевизором, дружно аплодировать, кричать «гол». Вот поэтому очень важно, чтобы в семье все болели за одну и ту же команду, иначе случаются всякие разные истории, вплоть до развода. Вот такие они, турки, по моим наблюдениям. Это те факты, те особенности, которые удалось подметить мне. В комментариях пишите, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, что я упустила, какие особенности есть у ваших парней или мужей. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Надеюсь, что мой опыт поможет кому-нибудь при выборе мужа. Да, о турках существует много всяких стереотипов, и много из этих стереотипов, к сожалению, не очень приятные, но все мы люди, все мы разные, и поэтому обобщение какое-либо, я не думаю, что это правильный путь. К любому мужчине, так же, как и к любому человеку, нужно относиться прежде всего как к индивидуальности. Поэтому, девочки, ничего не бойтесь, никого не слушайте, только свое сердце. Турецкие мужчины знают, как сделать женщину счастливой. Я желаю вам удачи, желаю вам встретить вашего мужчину, быть с ним счастливой. Крепко вас всех обнимаю. Пока!